Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Есть кто-нибудь? Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, вы спите? Ольга Николаевна. Господи. Помогите. Помогите. Помогите! Самоубийство. Хорошо. Задушил ребенка, а потом сама вскрылась. Угу. Часа 3 назад. Около 2 ночи. Алкоголь, наркотики? Нет. Нет. Ну, а чем объяснишь такое странное выражение лиц? Посмотри. Угу. Непонятно. Тебе не кажется? Дивные дела твои, Господи. Вот на кухне нашел. На телевизоре. Уходим в лучший мир. Не густо. Что Давай. есть? Хорошо. Да-да. Я уже заметил. Ходил к ней один, женатый. А как зовут? Не знаете? Знаю. Юрий Афанасьевич, фамилия Травин. Угу. Кто он? Что? Кем работает, знаете? Работает экспортом по информатике в объединении «Космос». Ну, а что за человек, Антонин Степанович? Замечательный человек. То есть? Добрый, тихий, вежливый, начитанный. И, ну, одно в нем плохо вот. Женатый. Понятно. Понятно. Ну, а как они жили? Как голуби. Скажите, а были, на ваш взгляд, причины для самоубийства? Такого? Ну, нет. А для какого, да? Да никакого. Ну, грустила она, конечно, бывала по бабье. Долго не приходил когда. Но грусть-то светлая, с надеждой была, понимаете? Да они к нему душой припаяны были. Коля вообще в нем души не чаял. Папа, простите. Что? Папа? Конечно, отец он. Какие сомнения? Да вы, наверное, будете беседовать с Юрием Афанасьевичем. Да, непременно. Легко узнаете. На Коленьку он похож.
Юрий Афанасьевич, У вас ко мне дело. да. Пойдемте. Здесь есть где поговорить? Нет, пойдемте лучше к вам. Если я правильно вас вычислил. Да, вычислили правильно. Я следователь по особо важным делам. Можно я переоденусь? Конечно. А Оля умерла? Да. И Коля. И Коля. Ну, успокойтесь, Юрий Афанасьевич. Давайте выйдем, погуляем на свежем воздухе. Лучше, чем в управление доехать. Остановись, Сереж. Нет, нет, Сереж, посиди в машине, пожалуйста. Хорошо. Юрий Афанасьевич, у вас все в порядке. У вас алиби. Всю ночь вы работали в вычислительном центре. Итак, Юрий Афанасьевич, ведь вы догадались. И из того, что вы сказали, никак не вытекает трагический результат. Я бы очень хотел у вас спросить, на основании чего вы догадались? Я не догадался. Ну как же? Вы же сами сразу сказали. В машине. Нет? Я не догадался. Я был уверен. Я знал. Ну вот. А мы столько времени теряем впустую. Так в чем причина происшедшего? Этого я вам сказать не могу. От чего же, Юрий Афанасьевич? Я боюсь. Кого? Кого вы боитесь? Я боюсь за вас. За меня. А не за себя? Я человек конченый. А вы, может, еще и выпутаетесь из этой истории. Извините, как вас зовут, я забыл. Андрей Константинович. Закройте это дело, Андрей Константинович. Самоубийство на нервной почве. Так оно и есть. Вот вам мой совет. Послушайте меня. Это очень опасная штука. Прикосновения и достаточно обратной дороги не будет. Вы уже стоите на грани. Зря пугаете. Я предупреждаю. Политика, мафия – это в сущности наша работа. Понятно? Ничего мне понятно. Вот поэтому, может, вы и живете еще. А я умираю. Попробуйте мне рассказать все спокойно. Не торопитесь. Здесь все не так, как вы привыкли. Здесь лучше этого не знать. Поймите, не первое серьезное дело у меня. Я понимаю, что не первое. Но последнее. Посмотрим. Поглядим. Ну? За себя вы не боитесь? Меня предупредили.
Хорошо. Отец Ольги, Николай Ильич Мальцев, настойчиво внушал ей мысль убить ребенка и покончить с собой. Являлся, убеждал. Вы сами это видели? Да, я присутствовал раза два, но он со мной не говорил. Ведь я же не муж. Правда, один раз он мне сказал, что я могу умереть тоже, но если все вместе, это хорошо. Разом отмучаетесь. Угу. А ваши взаимоотношения с Ольгой Николаевной казались кому-нибудь из вас мучительными? Вам, ей, ребенку, либо отцу? Нет. Вот вы и прикоснулись, Андрей Константинович. Коля купил. Тренироваться. Боксом. Скажите, а отец-то часто бывал у дочери в последнее время? В августе почти каждый день. Знаю, позавчера приходил. Что там? Сердце? Спасибо. Ничего. Что-то мне нехорошо. Куда вас подвезти? До ближайшего метро, если можно. Фух. Если, конечно, я не арестован. Что вы, Юрий Афанасьевич? Вы совершенно свободный человек. А скажите, Юрий Афанасьевич, а отец этот психически полноценен? Вполне. А лично он не мог? Не допускаете? Что он за человек? Это лучший человек из тех, кого я знал. Не хотите знать его больше? Он умер 12 лет назад. Ой, простите. Значит так, Серег. Я сейчас домой посплю, а ты вот что. Николай Ильич Мальцев, отец покойный, умерший якобы 12 лет тому назад. Все документы, констатирующие его смерть, какие обстоятельства смерти, и реальные свидетели очевидцы, понял? Угу. Если супер что, звони, поднимай. Понятно. Ну, ну, иди сюда, иди ко мне, ну иди сюда. Вот, ох ты какой. Здорово, не спал, вижу. Ну ничего, сейчас пожрем, потом погуляем и будем спать. Ну, ох ты здоровый. Да, слушаю. Что? Черт. Ладно, еду сейчас. Фух, жизнь прекрасна и удивительна. Ну что, псина? Повесился наш свидетель. Все-таки не дал поспать. Пошли. Как ушел он от нас? Сразу сюда. У рабочих как раз перекур был. Вот, пожалуйста, вот он. Опять записка. Никого не виню, ухожу в мир иной. Да, правильно. А что?
Указал направление. Сами не догадались бы. Андрей, вот документы, которые ты просил. Так. Николай Ильич Мальцев трагически погиб 12 лет назад. Точно, на производстве. Химкомбинат «Розы». Так. Жив очевидец. Ерохин Вячеслав Анатольевич, 27-го года рождения, русский. Но это ладно. Вот домашний адрес. Работает все там же. На «Розе». 3-й аппаратный цех. Отлично. Давай. Беда была не в том, что кислота, а в том беда, что затеки она в соседний цех. Ну, 4-й аппаратный, где щелочь. Ну, не щелочь, так зовем. Тут все. Тут весь район бы похоронили. Понимаешь? Она как брызнула и бьет, и по полу течет 4-й аппаратной. Ну, Мальцев тут ее зажал, откуда брызжет. Я вижу все. Руки, считай, лишился. 0 секунд. Рука не держит. Не удержишь, а бьет ведь. Брызжет во все стороны. Тревога-то ревет по всему комбинату. Конечно, ничего не слышно. Куда бежать? Чего хватать? А вы? А я вот тут. Вот тут. Сбросил комбинезон и начал плотину строить. Подтирать, чтобы не текло в 4-ю аппаратную. Вот. Видишь? Рука. Так 12 лет прошло. Ну а Коля умер тут же. Вот тут. Весь забрызган, лицо скорючило его. Говорили, чтобы в гроб положить. Жилы подрезали. Не знаю, правда, что ли? Ошибка, подтасовка исключается. Труп был, конечно, изуродован, но это был Мальцев, несомненно. Открытый, честный, добродушный. А какой отец был, знаете? У него же 2 дочери осталось. Да. Я тогда в отпуске был, но на похороны прилетел, как только узнал. Мальцев. Такая молодая. Господи, надо же такому случиться. Ребенка жалко. Коленька. Марина Николаевна. Да? Я следователь, ведущий дело вашей покойной сестры. Когда я мог бы побеседовать с вами? Когда угодно. Сейчас. Здесь? Марина Николаевна, наш разговор непрост, и времени, боюсь, порядочно займет. У вас поминки? У нас не бывает. Простите, чего у вас не бывает? Поминок и обрядов не бывает. Мама, а тетю Олю и Коленьку закопали насовсем? Ну что ты, они оживут и к нам вернутся. А когда? Скоро. Завтра? Да нет, не завтра. Ну когда? Знаешь, они превратятся в птиц и будут летать вокруг нас.
Мама, а когда я умру? Не говори так никогда. Мама, я хочу летать, как птица. Дурила. Пойдем попрощаемся. Мы сейчас домой. Бог дал, Бог взял. На этом автобусе. Примите наши соболезнования. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Моя собака вам не помешает? Ой, хорошенькая, а как ее зовут? Смок. Ой, мам, купи мне такую глупую. Почему Смок не глупый? Ой, я хотела сказать добрую, добрую. Вы есть хотите? Мы голодные, мы сегодня не завтракали. Смок тоже хочет есть. Поедем в Закарпатский. Это новый ресторан в районе метро Таганская. Посидим, поговорим. У меня к вам есть пара вопросов. Еще вопрос. Вы хоронили сестру и племянника, плотно закутанных в саван. Почему? Вообще это старинный русский обычай. А отца хоронили как? Тоже в саване. Так мама захотела. Кстати, о вашей матери. Как она умерла? По документам сердечная недостаточность. Но теперь я что-то в этом сомневаюсь. Она просто не смогла жить без отца и отравилась. Дихлоретаном. К вашей сестре часто являлся ваш покойный отец. Марина, что с вами? Ничего, ничего, все в порядке. Извините, день сегодня такой. Ну, я вас слушаю. Ваш отец неоднократно убеждал вашу сестру покончить с собой. И ребенка убить перед этим. А когда так убеждают, то можно и убедить. Понимаете? Я знаю, я по профессии психолог. Так вот ведь, саван. Замотайся в него и говори от имени отца. Эффектно. Безопасно. Давит. А? Понимаю. Марина. Ваша сестра, ее сын и Травин Юрий Афанасьевич знали что-то немаловажное, о чем знать небезопасно. Их довольно чисто брали. Абсолютно случайно я успел к Травину быстрее их. А так расчет был точен. Он повесился. Мама, у меня закончились пирожные. Смок очень быстро ест. Это потому, что у него большие зубы. Он очень любит сладкое. Официант, еще 4 пирожных, пожалуйста. 4! Тихо, тихо, ты что так раскричалась-то? Крикун. А что вы там делаете? Смок очень смешной. Ваш Смок очень смешной. Мы во дворе играем. А что он там делает? Он на задних лапах ходит. Спасибо. Мучаешь собаку? Спасибо. Молодец, ну иди. Вы знаете, вы мне симпатичны, я вам, пожалуй, помогу. Коктейль? Ага. Петь, 2 коктейля, пожалуйста. Сейчас сделаю. А может быть, вы мне поможете? Ваша версия, она безупречна, конечно. Если исходить из фактов, известных вам.
Но вот вам новый факт. Отец являлся и мне. Так. Интересно. И много раз. Много. Пожалуйста. Спасибо. Странно. Я же ничего не знаю. Ни политика, ни мафия, ни деньги. У меня только работа и Настя. Больше же ведь ничего нет. Кому, может быть, нужна моя смерть? Или смерть Насти, не дай бог? Кому? Выходит, кому-то нужна. Подумайте. Вспоминайте, Марин. Нет. После всех этих моих встреч с отцом, ну, с призраком, я убедилась, что это мой отец. У меня нет сомнений. Самовнушение. Они к вам посылали экстрасенс. Это что-то вроде гипноза. Да ну что вы. Ради чего? Это же чушь. Вы сами-то в это верите? Вот в чувство я как раз очень сильно верю. А в то, что мертвые приходят к нам, чтобы увести к себе? Решительно не верю. Напрасно. Вот сегодня они приходили ко мне втроем. Отец, Оля и Коленька. Опять уговаривали? Да. А еще они мне сказали, что сегодня, после похорон, я пойду в ресторан со своим будущим мужем. Ну как? Да, в общем-то, никак. Вы ведь это сами только что придумали. Я даже спросила, замуж, когда? Ну и когда же? Через неделю после похорон. А вы женаты? Нет. Ну вот видите, пока все сходится. Как вы считаете, Марин? Они еще придут к вам? Отец придет. Да. Имеет смысл мне познакомиться с вашим отцом? Как вы считаете? Ведь принято знакомить родителей с женихом. Пожалуй. Не боитесь? Нервы в порядке? Марина, а вы не будете против, если я подежурю у вас несколько дней? Да. Держи, держи, держи. Настя. Отдай. Пошли.
За тебя? Поехали. Ты чего? Водки налей. Слышь, Серег. А что с музыкой-то? Почему не играет? Да, действительно, закоротило, странно. Значит, и в Японии дерьмо делают. Первый раз в жизни. У нас ведь воздух-то какой, помоек газообразный. Вон окно открылось, а дышать все равно нечем. Угу. Ты чего, Как уходишь? Да, поеду. Ну так тебя отвезти? Не надо. Я сегодня далеко. Поеду-ка я, пожалуй, к Марине Николаевне. А вот это зря. Грубейшая ошибка. Угу. Здрасте, добрый вечер. Это мы. Это С мне? цветами, конечно. Конечно, ну давай. Спасибо, Смок. Это не от смога, от меня. Держите. Спасибо. Ну, место, место. Тихо, Настя спит. Место. Присаживайтесь, Смок. Проходите. Угу. Проходите. Что-то случилось, что вы приехали раньше времени? Случилось. Я приехал просто так, не по службе. Ну, что, кофе, чай? Кофе. Кофе. А еще я бы выпил немножко. Я как раз хотела вам предложить. Нет, вообще-то я не пью. А я вам пить и не предлагаю. Так, чуть-чуть. Скажите, Марина, а ваш отец придет сегодня? Вы знаете, у меня такое ощущение, что он уже здесь. Только ощущение. Я не могу это объяснить словами. Я чувствую как бы присутствие. Но ведь его нет? Вы его не видите? Нет, не вижу. Ну тогда кофе? Кофе, конечно.
Марина, говорят, ваш отец так любил вас. Почему же он хочет, чтобы вы умерли? Смерть – естественное состояние человека. Кем вы были до рождения, вы не помните. Чем станете после смерти, не знаете. А там целый мир, лучший мир. Сомневаюсь. Вы не думали, почему мертвые не возвращаются? Мне это объясняли давно. Еще до школы, наверное. Вам объяснили неверно. Они не возвращаются потому, что жизнь здесь грязна, мучительна и непереносима. А жизнь бессмыслица? Если там за смертной чертой всем уготован рай, всем без разбора, то здесь-то что? Как это объяснить? Наша жизнь – болезнь. Болезнь жизни – тяжелая болезнь. Вас не удивляет грипп или насморк? Какой смысл? Просто привыкли. Так и жизнь – болезнь. Лишь мертвый человек здоров. Вернее, душа его. Все приходящие к нам мертвецы – это секта мертвых сподвижников. Они обладают удивительным даром увлекать нас на тот свет. Они называют себя Форзи. Форзи? Да, Форзи. А может, все эти Форзи нечистая сила? И даже церковь не хоронит людей, поднявших на себя руку. Ой, какая бы она ни была жизнь прекрасна и удивительна. Марин, а эти Форзи сами лично могут убивать? Задача подвести к самоубийству. Но могут и убить ребенка. И тогда мать сама покончит с собой. Так было с Ольгой? Так, видимо, будет со мной. Мой отец говорит сейчас с вами через меня. Нет, 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 я Настю не отдам! Марина. Нет, Марина. нет, пусть я дура, не отдам! Нет, уходи, не отдам! Марина! Уходи, уходи! Сейчас пройдет. Они отпускают кого-нибудь с Богом, так сказать. Да. Наглых, самоуверенных и тупых людей. Лучших они забирают, лучшие нужны им там. Лучшие становятся Форзи. Их убивают беспощадно в отсвете лет. Да, это правильно. Первыми всегда уходят лучшие. Почти всегда молодыми. Вы хотели поговорить с отцом? Это было бы слишком тяжело. Я решила, что лучше будет так. Когда вы пришли, отец был здесь. Но читать мысли они умеют?
Вас не прочтут. Почему? Потому что вы сильный. Я чувствовал, отец хотел, но не смог. Это же хорошо. Это плохо. Плохо. Почему, Марина? Потому что ты сильный и хороший. Понимаешь? Марина. Марина. Не надо. Успокойся. Все будет хорошо. Задумался. Ну я же испугалась, ну как тебе не стыдно? Подожди. Подожди, прости. Ну тебе не стыдно? Простила? Нет. А собаки их чуют, а? Не знаю. Я ведь сам видел, как собаки воют на покойников. А? Давай вставать, раз проснулись, м? А ты мне доброе утро забыла сказать. Доброе утро, милый. Настя? Настя! 39,9. Кто вы? Отец? Родственник. Что с ней, доктор? Редчайшая форма дифтерита в финальной фазе. Она проживет еще несколько часов. Удивительно. Что? Что удивительно? Мать утверждает, что вчера вечером ребенок был абсолютно здоров. Да, это так. Не верю, простите, не верю вам. Так не бывает. Здоров и сразу мертв. Ребенок. Мертв. Вы понимаете, практически она мертва. Извините. Так, Марина, я, пожалуй, кое-что предприму. Ты знаешь, я подумал, что... Ладно. Домой тебя отвезти? М? Ладно, хорошо. Я тебе позвоню.
Выходи. Смог. Сидеть. Сидеть! Жди меня. На пятый путь прибывает поезд 11:02. Николай Ильич, тут, наверное, вышла ошибка. Недоразумение. Давайте обсудим вместе. Настенька скоро умрет. Следом за ней уйдет Марина. С 11-го даю отправление. Разговор не о них, а обо мне. Насколько я знаю, каждый умирает в одиночку. Так вот, что я хотел вам сказать. Умри я ведь не стану приходить сюда, являться. Я ведь не тот, который... Форди! Да, именно. Я человек грешный. Я нужен вам здесь. Всю свою жизнь я проходил мимо несчастья других. Всегда проходил. Не останавливался. По 3-му скорой! По 3-му скорой! Я по долгу службы убил 3 в перестрелке. 1 в рукопашной схватке. И потом косвенно участвовал в смерти многих. Не знаю, скольких. Тут вы имеете возможность проверить. Я нужен вам здесь. И вот теперь самое главное. Я молодой, сильный, жадный, жестокий. Я вовсе не святой. Дальше. Дальше. И вот для того, чтобы я нормально смог на вас работать, мне нужно создать условия. Мне необходима жена, дочь, смог. Мы всей семьей станем тупыми, безжалостными, сытыми, готовыми утопить застоптанный тапочек, продать и обрадоваться, идти по головам, по костям, по трупам. Главное, по трупам. Отдайте Настеньку. Отпустите нас. Прошу вас.
Им надо отдохнуть, а мне подумать. Прошу вас, отпустите. Я отработаю. Я все отработаю, вы будете довольны. Отпустите. Хорошо. Я не благодарю вас, потому что вы поступили разумно, правильно, на благо себе, мне и нашим задачам. Запомни, тебе дан зарок и запрет. Да? Произносить эту дурацкую присказку. Жизнь прекрасна и удивительна. Твоя судьба в твоем языке. Это и раньше так было. Смог. 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 Простите, вы здесь собаку не видели? Нет. А машина здесь не проезжала? Нет. А это Миутское кладбище? Манихинское лесничество. А там, за лесом, Москва или Балашиха? Это же Киев. Киев? Ну-ка, иди сюда. Хватит обниматься, хватит обниматься, хватит обниматься, хватит обниматься. Ах ты мой маленький, ты псина моя. Соскучился. Ну что, успокойся. Ух ты. Как он вас любит, вы его маленьким взяли. Да. Мы познакомились, когда ему был всего месяц. Он тогда жил у других хозяев, заболел чумкой, и они отвезли его в лечебницу усыплять. А я абсолютно случайно по службе оказался в этой лечебнице и взял его себе из жалости. Удалось, выходил. А вот какой он был в детстве. Я его сфотографировал. Какой хороший. Посмотри, друг, это же ты. Работаем, ребята. Забросай мяч. Пошел. Пошел, хорошо, хорошо. Давай. Обходи его. К воротам. Ну. Давай. Пошел. Мам, ты куда? Подожди. Не толкайся, предупреждаю. Предупреждение. Внимание, фотографирую. Я ж тебе сказала, фотографирую. Я фотографирую. Андрюш, ну ты себе представляешь, произошла просто чудовищная ошибка, понимаешь? Они вместо анализа, Андрюш, они вместо анализа
Мальцевой подсунули туда анализ пальцевый. Понимаешь? Представляешь? Ну, это же бывает, ты же знаешь. Ну, в порядке. я не знаю, что бывает. Зачем ты в Киев ездил? Святым мощам поклониться. Не знаю, я когда туда пришла, и мне сказали, что температуры нет, и то, что никакой не дифтерит, я не знаю. Ну, Марин, все, перестань, все прошло. Ну, Марин, ну все закончилось, ну жизнь прекрасна и удивительна. Андрей! Что с тобой? Все в порядке. Тебе плохо? Все в порядке. Ты мокрый, Андрей, Нет, Марин, что? Нет, все в порядке, я просто устал, есть хочу. Сядь, посиди. Ну что, может быть, отдать чего-нибудь, воды? Да нет. Дать воды? Все хорошо, Марин. Ну что? Все. Ну, смотри. Все нормально. Настя, стой! Давай руку. Настя, что случилось? Я хотела летать, как птица. Что случилось? Как птица? Ты что, с ума сошла? Настенька, девочка моя, ты терпи, ты не птица. Слышишь, ты терпи, девочка моя. Доченька, терпи. Доченька, ну разве так можно? Ничего. Смог? Не делай больше. Один раз. Не в счет. Внимание. Готово. Ну, спасибо, друг. Ну, спасибо, поздравил. Спасибо, псина, спасибо. Спасибо. Отойди, испачкаешь костюм, уйди. Минуточку, ребята, фотографируемся. Ровно неделя. Марин, будь попроще.
Спасибо. Так. За тех, кому жалко сажать. Да. То есть за жениха и его вторую половину. Желаю счастья. Горько. Ну а что теперь? Свадебное путешествие? К морю, хочу к морю. Конечно, к морю. Как обещал. В Сочи, наверное. Да нет, сначала в Ялту. И в Сочи, хочу в Сочи, и в Сочи. Тоже резонно. Ну а потом-то? Я буду в Болгарию и в Турцию рекомендую. Болгарию. Да нет, мне на это не хватит денег. Денег не хватит. А мы тебе в долг дадим. Из профсоюзных взносов. Спасибо, Сережа, ты настоящий друг. Во-первых, в Болгарии коньяк. А в Турции... Впрочем, вы с женой едете? Да, в каком-то роде. Почтеннейший. Свадебное путешествие без жены ездят крайне и крайне редко. Вот именно. Ну что ж, тогда Турция отменяется. Вот. Давай, пойдем. Давай. За ваше путешествие. Здоровья, молодые. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в краю далеком? Что кинул он? Что кинул он? Господи, я не думала, что бывает так хорошо. А сколько еще впереди, представляешь? Жизнь прекрасна и удивительна!
Куда ты тянешь, Смок? Смок, смотри, там, наверное, кошка такая. Смотрите, смотрите, какая. Ух ты. Яська, осторожно. Смотрите. Слушай, как холодно. А почему? Очень холодно. Возьми меня на руку. Ну да. Ух. Ох ты какая крошечка, О, кисочка. спокойно. Мальвиночка моя, можно я тебя за щечку еще? Руки убери. Отти-путти. А тебе молчать, псина. Слушай, тебе шапки не жарко, а? Подержи. Не понял. Извинись перед собакой, пожалуйста. Прошу пардон. Спасибо. Ой. Пошли. Мария, ну пошли. Обижаешь мальчонку? Нехорошо. Нехорошо. Ты вот что, погуляй там вместе с полканом. Мне с твоей бабой поговорить хочется. Культурно. Познакомиться поближе. Культурно. Настя, не смотри. Смок, здесь! Лежать! Лежать! Лежать, сказал! Андрей! Пушку! Пушку мою возьми! Стреляй! Стреляй! Гад! Стреляй! Стой, гад! Стой, убью! Черт! Не подходи! Развожу! Брось пистолет! Марина! Марина! Брось пистолет, сука! Все! Не подходи, падла! Все, На землю! Кладу! Ну! Оставь ребенка! Оставь ребенка! Не подходи! Убью! Убью! Настя, не бойся! Настя! Настя! Послушай, Маришка, ну поверь, все эти покойники в Форзе, это все ни при чем. Просто в глухом месте наткнулись на шпану. Ну так бывает, поверь. Нет, это отец. Это он их послал. Он нас зовет, понимаешь? Он нас зовет. Марина, прошу тебя, успокойся. Я не могу.
Мне страшно. Успокойся. Успокойся. Где они? А помню. Maybe you know. Может, ты знаешь? Настя! Настя! Настенька! Настенька, проснись! Молчать, Смок! Смок? Что такое? Уходить? Смок, уходить? Марина, собака что-то чует недоброе, надо уходить. Дай мне ее. Дай сюда. Набери. Марина, быстро, быстро, Марина! Сейчас. Смок, куда дальше? Куда дальше, Смок? Ну зачем ты нас сюда привел? Ну, что с тобой, псина? Смок. Что, ждать? Ждать, Смок? Ко мне. Тихо. Ребят, надо плиту поднять. Сейчас. Эй, кран! Подержи. Друг, где кран можно зайти? Иди туда, вот там! Кран туда! Ребята, мне туда надо, там... Слушай, ребят, там кран стоит, я не могу пройти, мне... Послушай ты меня, там... Помоги, там плитой человек придавил, кран нужен. Ладно, сейчас приведу. Эй, молодой человек, там, под руинами, муравьи огромные. Они обгрызают трупы, я видел их.
Да это крысы. Нет, это муравьи. Они крупнее крыс. Они себе здесь делают муравейник. Они здесь очень много муравейников. Уж я-то знаю. Не выдержал. Сумасшедший. В чердак поехал. Я не поехал. Вон, оглянись. Смотри, вон коконы их. Белые. Яйца уже принесли их сюда. Видишь? Да? Зажгите нам костер, пожалуйста. Хорошо, сейчас. Подождите меня здесь. Марина, никуда не уходите. Фордич! 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 Петя! Петя, Антона не видел! Где Антон? Антон! Марина!
Ты видел такое чудо, Смок? Вчера еще было лето, а сегодня снег. Ну, что, псина? С этим миром все ясно. Посмотрим, что в другом. Сиди. Ну. Алло. Алло.